Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Продолжаем тему. Мы связали с вами просто воротничок, кокетку. Сегодня продолжим вязание. Свяжем росток со стороны спинки. Вот он у нас идет. Соединим. И будем вязать ровным полотном простой такой вот узорчик. В предыдущем видео мастер-классе мы с вами научились вязать кокетку. Я связала 8 мотивов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И смотрите, последний мотив. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 провязала вот таких вот завершающих узоров. И теперь мы будем с вами присоединять. Почему 7? Потому что в каждом мотиве мы с вами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 вязали, 7, а остальные мы присоединяли. И точно так же мы будем присоединять и сейчас. 7 провязали. 8, смотрите, вот 8 у меня идет 2 столбика, воздушная петля, и в этом месте будем присоединять. Нам нужно присоединить точно так же, как бы мы и вязали, чтобы нигде ничего не выделялось. Присоединили. Довязываем наш последний мотив. Столбик провязали. В следующее окошко вяжем 1, 2, воздушная петля, и присоединяем, чтобы все это было красиво. Предыдущему мотиву воздушная петля, 2 довязываем. То есть мы присоединяем воздушную арочку нашего красивого мотива. Квадратик вяжем сам по себе. В следующий квадратик вяжем 2 столбика и воздушную петельку. И смотрим по ходу вязания, прикладываем вот, и привязываем. Присоединяем воздушной петелькой. Опять наш мотив довязываем. Вяжем в квадратик столбик без накида. Вяжем 2 столбика с одним накидом и воздушной петелькой. Вот, опять прикладываем вязание. То есть мы все делаем, вот все повторяем, как вот оно у нас и было. Вот. Довязываем 2 столбика. Вот. И последний мы вяжем с вами узор. Мы его не присоединяем. Вспоминаем, как мы вязали. Мы же самое начало мы же набирали просто, помните? 8 воздушных петель. И вот мы последний присоединяем. Точно так же, как вот, допустим, вот здесь, помните, мы вязали вот. То есть мы присоединяем в самое начало. Так, еще разочек. Вот. Соединение точно такое же, как во всех других мотивах, ничем не отличается. Теперь наша задача, это вот у нас горловина идет, и мы ее обвяжем столбиками, полустолбиками и ряд столбики без накида. То есть вот мы начинаем вязание, полустолбик, 2 полустолбика за арочку, полустолбик, 1, 2. То есть нам нужно вязать, сделать обвязку, не сильно сужая, но и не сильно расширяет. За боковой столбик провязываем 2 полустолбика,
1 полустолбик, 2, давайте 1, 2, попробуем так, 2 и 1. Потом по этому же уже связанному ряду вяжем столбик без накида. Обвязала горловину для того, чтобы она выглядела более аккуратной. Не скажу, она прям совсем идеально круглая, но в любом случае обвязочка требуется. Теперь привязываем нитку в любом месте. У нас уже узор-то сложенный, ничего придумывать не надо. Мы просто-напросто продолжаем его, как он у нас есть. 2 столбика и воздушная петля. Все. Больше ничего придумывать не надо. Вяжем по кругу столько рядов, чтобы когда мы соединили, мы получили, во-первых, нам нужно связать рукавчики, да, 1, 2, 3. Вот, то есть мы вяжем наш узор, который у нас уже есть, прикладываем либо к себе, либо к любой кофточке и смотрим, чтобы пройма была хороша. Что такое пройма? Это вырез для рукава. Свяжем потом росток для того, чтобы кофточка хорошо сидела. А пока просто-напросто вяжем вот таким простым узором. Можно сделать, может быть, знаете, 2 воздушные петельки, потому что я смотрю, узор тянет. Сделаем 2 воздушные, чтобы не стягивало. Вот. А для расширения, если хотите, можно сделать воздушную петельку между. Я пока не буду делать, но вообще, как вариант, если хотите сделать большее расширение, можно еще и между веерочками добавить воздушную петельку, 1 или 2. Ну, я вот так пока хочу связать. Пока вот так будем вязать. 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика. Вот такой веерочек. Единственное, у нас здесь, смотрите, все мы это вяжем, всю эту красоту. Единственное, что вот у нас здесь половинка узора есть. Вот. Я провязала 1, 2, 3, 4, 5 рядочков. Кокетка моя готова. Как это понять? То есть вы смотрите, кокетку пополам складываем, смотрим пройму. Вот смотрите, какая пройма уже хорошая. С одной стороны и с другой. Я выделила 14 веерочков на пройму, поставила маркер. И еще у меня на объем тела тоже хорошо остается по 16 веерочков. Теперь наша задача: на одной стороне, на спинке, мы провязываем 1, 2, 3, разворачиваем вязание. Мы вяжем росток. 2, может быть, 3 рядочка вееров, 2 воздушные петли. Узор у нас не меняется. Вот. Просто мы вяжем не по кругу, как до этого, а ровным полотном 3-4 рядочка. Туда, в обратную сторону. Это у нас будет росток. Потом росток мы соединяем и уже будем вязать, соединять вместе с рукавами. Будет тело отдельно. Вот. А пока задача провязать количество рядов, чтобы пройма была хорошая, чтобы вам хватало. Может быть, даже вот у меня 14, может быть, 12 даже бы хватило, да? Такой рукавчик будет. И в одну и обратную сторону на стороне спины вяжем росток. Я провязала от маркера до маркера 4 рядочка. Вот они у нас. Ровной полосочкой. Теперь мы объединяем, пропускаем пройму. Вот она у нас, это рукавчик. И там, где стоит маркер, объединяем в вязание. Вяжем все точно так же. И у нас получается вот он вырез, росток.
небольшой рукавчик. Еще хотела показать тот момент, что если, допустим, как мы поворачиваем, когда вяжем росток. Мы провязали, да? И, допустим, нужно повернуть. Поворачиваем в обратную сторону. Провязываем столбик соединительный 1 и 2. И начинаем заново. 1, 2, 3. Но это я показываю для тех, кто, может быть, не знает, как вязать поворотными рядами узор. В круговую-то мы с вами знаем. Вот. То есть разворачиваем вязание и вяжем в обратную сторону. Вот. Те, кто знает, мы просто-напросто находим наш маркер и вяжем наш узор дальше. Если полотно широковато, вот у меня, мне кажется, что все-таки я буду его уменьшать. Каким образом? Буду провязывать по одной воздушной петле, а не 2, как сейчас. Вот, ряд довязываем. Это перед будет. Вот маркер стоит. Из этого веерочка, пропуская пройму вторую, я присоединяюсь соединительным столбиком. Довязали соединительным столбиком. Все, ряд связан. Провязали. Опять от маркера до маркера пропускаем вторую пройму и присоединяем к нашему ростку. Вот у нас 1, 2, 3, 4 рядочка и присоединяем. Соединительным столбиком мы переходим в воздушную арочку и вяжем. Вяжем по кругу до необходимого размера. А как вязать по кругу, мы с вами знаем. Мы уже провязали не один рядочек. И вот получится так. У нас такая интересная круглая кокетка. Небольшие рукавчики, вот они у нас. Если хотите продолжить рукав, это очень просто. Вяжем просто по рисунку. По рисунку. А там, где росточек у нас, точно так же мы набираем узор. 1, 2, 3, 4. И все. И вяжем. Продолжаем по длине. Что у меня получилось? Наша замечательная кокеточка, росток. И потом просто такое вот вязание. Веерочки. Красиво, ровно, аккуратно. Вот. Единственное, что я еще добавила, что можно сделать. Можно сделать выточки, смотрите. Связать на уровне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это на уровне 12. Ну, тут, видите, надо измерять, да? Я взяла рядов 12 и провязала 1 и 2 вместе веерочка. Как бы обозначила выточки. Но с другой стороны, если грудь не такая большая, то это и не нужно делать совсем таки. Вот, и в итоге получилась вот такая красивая, мягенькая, из слонимской пряжи, слонимского хлопка. Такая вот очень приятная на ощупь кофточка. Расход пряжи у меня ушло где-то грамм 170, где-то вот так. Я хочу еще связать обвязку, но это уже в следующем видео мастер-классе. Это вообще не обязательно. Сегодня кофточка наша готова. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram. Вяжем вместе со мной. У меня моя подписчица просила связать вот такой у нас рукавчик небольшой. Вот. Я вязала по турецкому видео, поэтому схем нет. По движениям рук. Язык я тоже не знаю, но вот так получилось. Вроде бы симпатично. Огромное спасибо, если досмотрели ролик до конца. Обязательно пишите комментарий, понравилась вам идея или нет. И до новых встреч!